Это был провокационный вопрос. Говорит, всем привет, добро пожаловать на канал Спорт Castle, да? Шутка, это канал Берна. Зовут меня Самойлов Юрий Николаевич, я член клуба Берн, уже бог знает сколько лет. Нахожусь в Пятницком отделении клуба Берн. Родился в городе Герой Ленинград в 1983 году. У меня есть 3 города, в которых я вырос. Это Ленинград, он же Санкт-Петербург, это Кировская в Крыму, и 3-й город Боровичи в Новгородской области. Так как я в течение своей жизни во всех этих городах провел где-то по трети времени своего становления, я считаю, что эти 3 города на меня очень сильно повлияли. Сказать, что в первый раз в жизни, наверное, я испытал такое ощущение дикого восторга, когда увидел, что такое, то есть 2 стенки мужиков в доспехах бьют друг друга со страшной силой. То есть это сильные люди, сильные, смелые, которые в открытую противодействуют друг другу после этого, причем как бы они открыты к общению. Это приятно, то есть как бы и тебя это, ты хочешь попасть в этот социум, как бы ты прям стремишься к этому. Начал ходить на тренировки, тренироваться, становиться лучше, и как раз таки то, что я говорю, коллективное. Я хотел для клуба сделать больше, чем для себя, потому что я хотел, чтобы меня эти люди приняли. Хотел быть частью этих людей. И на следующий год я уже брался в доспех, это было круто. Узнал я об этом, когда мне было 19 лет, я был успешным студентом 1-го курса. И с этого все началось, в принципе, учеба на этом у меня закончилась, началась реконструкция после просмотра небольшого ролика с ролевиками, знакомства с миром ролевых игр, которым продлилось буквально полгода-год, после чего фактически одновременно познакомился с Алексеем Брюнайдеровым, вот, все сразу тем 3 его имени, который меня вовлек в реконструкцию. С тех пор, как бы, вот мы здесь. Для тех, кто не знает, СБ началось чуть позже, вот, поэтому это переход от реконструкции к СБ застал и плавно перетек в это направление, в боевое. Это человек, который способствовал моему членораздельному разговору фактически, потому что это единственный человек, который меня понимал, и для других говорил, что он не сумасшедший, а просто говорит так. Вот. Ну, с помощью Леши я очень... Леша дал очень много мне на ранних этапах, потому что, грубо говоря, то есть это тоже момент был для меня в жизни своеобразный. Вот. И с помощью Алексея открыл новый мир, новое общество, новое восприятие людей, как можно с ними вообще общаться, что по-другому. Вот. Леша, на самом деле, очень на многих повлиял вот, в нашем том составе, вот, который был. Так что... Ну, это прям отдельная тема, то есть Алексей у нас отдельная. Я участвовал, по-моему, во всех номинациях, которые были. И фехтование, и профбои, и 5 на 5, 12 на 12, 21 на 21, 150 на 150. Вот во всем трэше, который был, я с удовольствием вписывался. Единственное, что от чего-то пришлось отказаться в пользу 5-орок, потому что все-таки не получается и фехтовать, и драться 5 на 5, нужно чему-то определенному больше отдавать предпочтение. Все-таки индивидуальная подготовка, ты за нее с личной ответственностью несешь. А когда ты дерешься с пацанами в 5 на 5 или в массовых боях, ты уже отвечаешь перед пацанами. Любимая номинация? Ну, так получилось, скорее всего, 5 на 5, потому что там больше зависит от тебя лично в команде, и то есть там более тонкое взаимодействие происходит с другой командой. Потому что когда мы беремся 12 на 12, это тоже интересно, безусловно, но это война больше для людей, которые хорошо перемещаются по полю. То есть я все-таки в этом не замечательный человек. Клинковая, фальшона. Фальшон производства Спорткас, конечно же. На самом деле, опять же, почему фальшон? У нас есть топоры, есть фальшоны. Топоры цепляются. У меня было пару случаев, что топор цеплялся в теле человека, и человек, падая, утаскивал меня с собой. Поэтому я предпочитаю фальшоны. Фальшон у меня любимая модель «Вассал». У нас есть такая модель. Вот. Это фальшон небольшой, достаточно короткий, широкий и в меру тяжелый. То есть он позволяет как рубить, так и бить кулаком. Так что мне это прям полностью устраивает. И дистанция. От длиннодревкового я не получаю такого количества удовольствия, потому что когда бьешь древковым оружием,
противник от тебя слишком далеко. То есть у тебя нет такого взаимодействия с ним, ты не чувствуешь тех эмоций, которые он испытывает в этот момент. А когда у тебя короткое оружие, небольшая дистанция, ты все прекрасно испытываешь. И каждый твой удар, как бы, и каждый его удар, это прям квинтэссенция, да, удовольствие. А с какими командами я связан? Ну, я связан сейчас, с командой, как я говорил, «Партизан», я в ней все еще числюсь. Вот, хотя, имея такое количество травм, повреждений, меня, по-моему, мне кажется, просто там держат по старой памяти и по старой дружбе. Я за них, к сожалению, сейчас не выступаю, не выхожу, потому что все-таки, с одной стороны, хорошо, ребята выросли, то есть там молодежь выросла, они, объективно здоровее, быстрее, сильнее. Может быть, когда-нибудь выйду за них подраться еще пару раз, но я не думаю, что мои успехи будут достойны этого коллектива. И вторая команда, к которой привязана, это команда «Альфин». Вот. Так получилось, что команда «Альфин» у нас и является независимой командой от клуба «Берн». Когда я согласился их тренировать, я этого не знал. Вот. Но девочки молодцы, на самом деле, они мне помогли с моим восстановлением, потому что, тренируя их, так или иначе, я сам обратно втянулся, потому что у меня тоже был перерыв из определенных причин. В этом смысле мы помогли, я думаю, друг другу. Я знал, что есть такая команда «Мардиль». Это была ролевая команда, которая, по-моему, базируется в Петербурге большей частью. Это то, с чего начинался клуб «Берн». Команда «Мардиль» взаимодействовала в тот момент с нашим, и до сих пор, наверное, противником нашего клуба Ливонским орденом. Они двинулись по европейскому направлению. Выбрали реконструкцию Швейцарии, швейцарской пехоты. Клим Жуков — это представитель Ливонского ордена. То есть мы с ним долгое время воевали. У нас произошел некий раскол в нашей организации. Осталось ТО ПЛК и Смоленский полк. Смоленский полк ударился в реконструкцию. Больше ПЛК, ТО ПЛК, почему ТО татарский отряд, начал заниматься больше боевой составляющей, подготовкой и прочее, прочее. И в таком состоянии просуществовали еще несколько лет. После чего мы вступили как раз в клуб «Берн». Я тогда ушел строить дом. Я помню, что я взял паузу на год, ушел строить дом. И на следующее соревнование, в которое я пришел, я приезжаю, там приезжают ребята из Москвы, команда «Партизан», в которой до сих пор еще числюсь. И мы начинаем одеваться. Я говорю: ребят, это будет, конечно, у нас местечковое мероприятие, отборочное по Питеру. Вы приехали, я говорю: ребят, сегодня будет серьезная война, будет тяжело. И мы с Андреем Киселевым стоим, обсуждаем. Андрей говорит: нет. Я говорю: может быть, у вас нет, мне будет тяжело, говорит, нам всем. Он говорит: нет. Он говорит: Юра, мы теперь не деремся, мы теперь вместе. Оказывается, за время, пока меня не было, Алексей с ребятами решили, что происходит слияние, и я уже, получается, после стройки пришел уже в клуб «Берн». Все прекрасно, в принципе, все к этому шло, но было неожиданно. Что в свое время нас сблизило с «Берном», ПЛК тогда еще, ТО ПЛК, наверное, это связано с их принципиальностью, с нашей, с нашей принципиальной позицией. Это то, что люди, если они что-то заявляли, они это делали. И главное, что они своих никогда не сдавали. То есть, если у них договор с людьми есть, они с ними работают. У нас в то время была так называемая конфедерация называлась. Это объединение клубов, которое как раз противодействовало «Берну». Потому что «Берн» разросся до такой степени, что в своем численном составе, что ПЛК не вытягивало вообще. То есть нас было в 2 раза меньше. И таких, как мы, было энное количество людей. И мы объединялись в конфедерацию, мы дрались против. Но когда мы поняли, что наши же товарищи по оружию хотят нам зла не меньше, чем конкурент нашим противникам, а то и больше, мы поняли, что с такими друзьями врагов не надо. И лучше мы будем дружить с врагами, потому что враги нам ближе по принципиальным моментам. Мой первый выборг, я ходил в обмотках на ногах, в шкуре из плюша и пытался оплести лук растениями, чтобы стрелять из него по другим рыцарям. Я занимался тогда этим буквально пару месяцев. Он говорит: поехали в Выборг, там будет прекрасное мероприятие. Говорит: мы приедем туда, оплетем луки растениями, там будут рыцари, будем стрелять по ним. Конечно, мы приехали, встали сейчас, где происходит слет СБ, флеши, анинские укрепления, поставили там палаточку, и я пошел в завод. Встретил там Алексея Брю, с которым мы познакомились за месяц до этого на ролевой игре, я его 2-й раз в жизни увидел. Я ему рассказал про свои прекрасные идеи, которые мне привнес мой в то время наставник Аст. На меня все посмотрели как на идиота.
Причем я был настолько уверен, что как бы так и делается, что я этого взглядов даже не понял. Мне дали, Алексей мне дал саблю, я с саблей сидел на входе в Выборгский замок, мы там брали дань с людей, которые заходили, выходили. Меня там первый раз порезали в этом замке. Я не пропустил человека, который потребовал с человека какой-то дань на проходе. Он не захотел ее дать, достал нож и полоснул мне по руке. Было забавно. Шрам до сих пор остался, привет ему. Было забавно, память до сих пор есть. Для понимания, в то время вообще Выборгский фестиваль представлял из себя нечто другое для реконструкторов, в чем он был еще крут, кроме драк и всего остального. Это то, что на ночь замок закрывался, и в замке происходило бакханалия, шучу. У вас происходил фактически средневековый замок был. То есть там люди в костюмах, они пили глинтвейн, играли на волны, танцевали, общались, играли во что. То есть как бы было очень круто, очень атмосферно, и при условии того, что не было вот этих супер-мега-подсветок, как сейчас, все было как бы в таких отцветах факелов, это прям было супер аутентично. Ну и замок был в таком состоянии немножко унылом, поэтому ты как в реальном замке средневековом был. Сейчас, конечно, вот директор замка молодец, привел замок прям в надлежащий вид, вот, но тогда для нас это было нечто замечательно. Ни с чем не сравнимый опыт, когда ты выходишь с товарищами, вместе делаете одно дело, вот, вы вместе рискуете, вместе друг друга прикрываете. Вот это прям круто. Есть отличный фильм, называется «О чем говорят мужчины». Это вот первая серия, когда они едут на машине в Одессу куда-то там на концерт. И вот по дороге они переворачиваются. Вот у нас было все то же самое. Мы также по дороге повернулись на машине, только на обратном пути. И реакции были те же самые. Но это не важно. Важно, что во время пути разговоры были те же самые. И то есть у вас любой выезд – это приключение. Приключение. Вот чем сейчас выезды стали менее интересны, что нет вот этой дороги на машине, когда садишься с пацанами, едешь в этом автобусе куда-то, или колонной машин вы едете куда-то. Это было круто. Сейчас, конечно, все стали старше, взрослее, времени не хватает. Каждое мероприятие приносило новые истории, новые сюжеты. Каждое было чем-то интересным и прекрасным. Вот, некоторые ужасные. Но, в общем и целом, с годами, говорит, все плохое забывается, вспоминается хорошее, говорит, и то, что в то время казалось как ужасный трэш и непотребство, сейчас воспринимается как юношеские забавы, дела давно минувших дней, и нечто интересное и веселое приключение. Про Диму Кунченко, конечно. Могу рассказать прекрасную историю, я много тоже говорил про его песочные часы. Или часочные писы. И в каком-то из боев, когда мы дрались за разные коллективы, у нас был такой, ты берешь человека за древко, начинаешь, пытаешься ему отрубить пальцы. Так вот, меня тогда так поразило, что он так ловко эти пальцы убирал, чтобы мы их не сломали. Я так и не смог попасть ничего сделать. Но я очень хотел. Вот. Но так с Димкой. Димка меня в свое время... Клуб — это же не только реконструкция. И по жизни очень многие моменты ребята помогают решать. И вот когда у меня была прям жесткая ситуация по жизни, вот, я стоял перед серьезным выбором. Дима сел на машину, за 4 часа приехал в Петербург, чтобы со мной пообщаться. И это, на самом деле, меня сподвигло не делать глупостей. Вот, и отчасти как бы поменяло. Не дала моей жизни поменяться кардинально. Так что вот это отличная история тоже про Диму. Вот, и про клуб.